каждого человека свое любимое утро. Мое утро начинается с прекрасного пения птиц, красивого солнца, рассвета, со звука включающегося чайника, закипающего и в предвкушении вкусного, горячего, ароматного кофе, с кофейных зерен, уютно падающих в кофейную чашку, со звука льющегося молока и, конечно же, аромата, который дарит мне утренний завтрак. А также стопоты и хрюканье моей любимой собаки. С ароматной вкусной свечи и потрескивание деревянного фитиля. А вот и сам виновник этих странных звуков, которые вы слышите за кадром, когда я снимаю видео. Мой малыш. Мой любимый пес Нубис. Спать иди. Девочки, всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании, меня зовут Катя. Сегодня у нас с вами 23 июня, а это значит, что у нас с вами воскресенье, и нам пора позавтракать вместе с вами, обсудить что-то новенькое, мои планы, рассказать, что за это время у меня случилось, что произошло, что я планирую сделать сегодня, на ближайшей неделе и так далее. Так что надеюсь, что видео вас устроит. Берите с собой завтрак, будем кушать вместе. Итак, у меня сегодня вот такой огромнейший бокал с ламой, кофе и, конечно же, вкусная свечка рядом со мной с горячим хлебом и очень вкусный творожок. Я часто покупаю вот такие творожки, люблю с шоколадными шариками. Очень вкусные и сытные. Многие просили вернуть вот эту рубрику на канал. Почему она выходит так редко? Потому что чаще всего летом завтраки воскресные я люблю снимать именно летом, потому что я люблю раннее утро. Вот сейчас у нас с вами на часах 6 часов. У меня еще все спят. Иногда я встаю в 5 утра. Я открываю окно, слушаю пение птиц, утреннюю свежесть ощущаю. И, конечно же, вот именно летом это самое-самое привлекательное. Потому что зимой вы понимаете, что проснуться бодрым, свежим, отдохнувшим, ну, не знаю, мне кажется, получается очень у маленького количества людей. Но летом у нас, конечно же, с вами ярмарки, поэтому не всегда получается снимать воскресные завтраки. Иногда я в это время уже путешествую на машине, куда-то еду на новые мероприятия. Например, вот на следующее воскресенье, скорее всего, так и будет, поэтому мы его с вами пропустим. Ну, а потом, если будет возможность, конечно же, буду снимать еще такие видео. У меня сегодня здесь супер подставка под горячее. Это мастер-класс. Вот мне кажется, только я могу вот так вот поставить чашечку кофе на свой распечатанный мастер-класс и не переживать об этом совершенно. Хочу приобрести сюда себе в мастерскую мою съемочную какую-нибудь подставку под горячее, и желательно, чтобы она еще подогревала напиток. Вот это был вообще огонь, но все вот никак руки у меня не доходят и не могу, в общем, посмотреть, выбрать что-то и приобрести себе. Давайте мы с вами все-таки попробуем вот эту вкусняшку. Так. Вот именно с шоколадными шариками. Он такой густой, творожок прям очень-очень вкусный. Угу. И они еще там хрустят. Вкусняшка. Мое утро всегда начинается с планирования и с чашечки горячего кофе.
То есть, когда я сажусь, пью кофе, я как раз составляю себе план на день, что мне нужно сделать. И сейчас расскажу вам, как я это делаю. Может быть, вам это пригодится. И вы тоже сможете попробовать вот такую технику, которую придумала я. И, может быть, тоже будете больше как-то успевать по этому плану. Или еще вообще, если вы любите это планирование, потому что многие не любят, и когда составляют план, то получается, что они еще больше тормозятся. Я же обожаю вот все вот эти списочки различные, тетрадки, блокнотики, листочки. И постоянно что-то там себе планирую, потом галочками отмечаю сделанное или вычеркиваю. В общем, для меня это прям вот настоящий кайф. Итак, как я планирую свой день? Я беру обычный лист А4. Вот сейчас я не буду его с собой брать, а буду вам вот здесь вот показывать на экране, как это выглядит. И вместе с вами буду планировать электронный свой чек-лист на сегодняшний день. Но, по идее, у меня сегодня и планов-то не очень много. Вообще у меня всегда их большое количество. Сегодня у нас день семьи, мы будем отдыхать. Мы уже вчера приготовили, замариновали целый прям достаточно внушительный контейнер мяса и отправимся на шашлыки, на речку, купаться, отдыхать. В общем, будет у нас сегодня такой family day. Иногда такие дни нужно все-таки себе выделять, даже исходя из того, что у нас очень много работы, много заказов, плюс еще готовиться к ярмаркам, съемки, монтажи. Все равно иногда нужно себе вот выделять такие дни отдыха, чтобы побыть вместе со своей семьей, расслабиться, получить положительные эмоции. В общем, этим мы сегодня и будем заниматься. Давайте все-таки вернемся к чек-листу. Как я его веду? Итак, я вверху пишу несколько подразделов, к которым относятся определенные мои задания, которые нужно выполнить, допустим, сегодня. Или я могу сделать такой чек-лист на выходные. То есть за выходные необходимо вот сделать то-то и то-то. Значит, первое я пишу home, то есть дом. И туда относятся все дела, которые касаются дома, каких-то домашних забот. Может быть, вы там напишите приготовить обед или ужин, сварить борщ, пропылесосить, вытереть пыль, помыть ванну и туалет, постирать, погладить. То есть вот все такие домашние дела, которые необходимо делать, от которых мы совершенно не освобождены, даже если мы работаем. Вот все относится к этому пункту home. Второй пункт у меня называется шопинг. Здесь я уже пишу то, что мне необходимо приобрести на выходных. Может быть, мне необходимо там закупиться продуктами на целую неделю. Или купить шампуни, гели. Может быть, там сходить какие-то, забрать покупки на Wildberries, забрать посылки книжные там в Читай-городе и так далее. То есть сюда я вношу все то, что мне необходимо выйти на улицу, купить и забрать из пункта выдачи или что-то еще. То есть вот такой шопинг. Третий пункт у меня называется channel. Channel – это с английского перевод канал. Я, соответственно, пишу туда все необходимые дела, которые касаются именно канала. Это съемка какого-то определенного видео. Например, вот сейчас съемка воскресного завтрака, потом монтаж воскресного завтрака, сделать фото для спонсоров, написать пост в Телеграм, просмотреть марафон игры участников, то есть заполнить, например, таблицу с их результатами за день. То есть вот все, что касается моего канала, моих каналов, не моего, а моих, потому что у меня их много, вы знаете, то есть на всех площадках. Я, естественно, это расписываю, в скобочках еще пишу, где эта площадка находится, то есть что мне необходимо сделать и на какой площадке. Это тоже относится все к каналу. И четвертое, я его назвала хобби, но на самом деле хобби, оно не особо отражает всю суть этого подраздела, потому что там еще и работа. То есть туда я пишу те дела, которые мне просто необходимо сделать. Например, связать там 10 игрушек, вышить крестиком там сколько-то, определенное количество, допустим, гнома, да, собрать какую-то недоделанную игрушку.
прочитать книгу, начать новую там, книгу в совместных чтениях, заполнить блокнот для чтения и так далее. То есть вот туда входят те уже дела, которые я должна вроде выполнить, но они мне приносят больше удовольствия, чем, например, протереть пыль, пропылесосить и сходить в магазин за продуктами. Вот, поэтому вот всегда мой чек-лист, он разделен вот на такие 4 пункта. Редко добавляется туда какой-то 5, но иногда, если уж что-то прям такое кардинально важное туда попадает, в основном вот в 4 вот этих подраздела я пишу все свои дела, которые необходимо сделать, и, соответственно, потом уже отмечаю плюсиком то, что я сделала. Мне такая мотивация очень помогает, поэтому я решила с вами поделиться, рассказать. Может быть, вам тоже приглянется вот именно такое планирование, распределение своих дел на день. Может быть, вы будете делать намного больше, чем просто вот когда встали и начинаете что-то делать. Почему я веду эти чек-листы? Потому что, ну не только потому, что я люблю это делать, а потому что у меня тогда в голове каша. Мне нужно все это сделать какую-то структуру, распределить вот по папочкам, по полочкам, разложить. Вот тогда я утром встаю, понимаю, что мне нужно делать, когда, в какое время. Если я не напишу этот чек-лист, у меня вот в голове эта каша такая, просто я не знаю, за что хвататься. Начинаю за одно, а потом за другое, и в итоге вечером ничего сделано не будет. Так, у меня сегодня по планам еще что-нибудь повязать. Поэтому я вам сейчас покажу свою работу, которую я проделала практически за вчера. Тут несколько игрушечек, которые вы уже видели. Пчела в кофе. В общем, нельзя показывать что-либо, когда я завтракаю. Пчела у меня искупалась в кофе. Скорее всего, это теперь пчелка останется моя. Либо я вообще ее выкину. Вот такая малипуська. Пусть пока сохнет. В общем, я сейчас сходила, ее отмыла, но вроде нормальная. Даже белая пряжа не испачкалась. Вот. Но в любом случае на ярмарку она не поедет. Сейчас я уберу бокал кофе. И попытка номер 2, покажу вам. Блин, еще и творог, наверное, убрать надо. Тут сейчас вторая пчела полетит купаться в твороге. Так, вот так вам покажу. В общем, у меня здесь пчелы, коты, пузырики. Ну и вот этих птичек и Бэтмена вы уже видели в прошлом видео. Это я делала вчера. Готовлю потихонечку к ярмарке. Ну, бедная моя пчела. Не бойся, ты не утонешь. Я тебя спасла. Кофейный пчел. Есть такое название, кофейный пчел. Вот. Так, о чем мы с вами говорили? В общем, я вчера вязала. Надо готовиться к ярмаркам. Я, конечно же, буду сегодня вязать, но если мы сейчас утром уезжаем, то я, наверное, приеду после обеда только. И тогда уже сяду за вязание игрушек. И я себе написала список. Что это за список? Я открываю блокнот с продажами, когда я езжу. Я всегда записываю все, что продается. И прям по этому блокноту смотрела, какие игрушки у меня есть, каких игрушек уже нет. Потому что я приблизительно помню, там, сколько каких штук у меня осталось на столе. Иногда я в конце ярмарки фоткаю стол, чтобы посмотреть наличие. Потому что все мои игрушки, они всегда на столе. То есть у меня в запасе очень редко что-то лежит. У меня 2 стола, получается, по 1,20 м, то есть 2,5 почти метра. И, естественно, все игрушки мы устанавливаем туда. А потом я вот по этому блокноту пишу себе список, то, что необходимо нам связать. И уже по желанию, по своему, думаю, что вот сегодня я хотела бы, например, связать пчелок или котиков. Беру это название, там вяжу минимум 5 или 10 игрушек и ставлю уже галочку. Вот именно так я готовлюсь к ярмаркам.
В этот раз то же самое, но список у меня очень-очень большой, потому что вот из-за тех заказов, которые мы делаем, я, конечно, очень рада, что они у меня есть, слава богу, и пусть они будут дальше, но мы не успеваем как следует подготовиться к ярмарке. И поэтому вот этот список, он все растет больше и больше и больше. А впереди очень много, кстати, мероприятий. Поэтому нам необходимо прямо вот сейчас, пока неделя у нас есть до ярмарок, максимально поработать. Потому что вот заказ мы сейчас отвезли, и я думаю, что на следующей неделе никаких заказов не будет, поэтому нужно вот максимально наполнить ярмарочные столы. У меня на следующей неделе, правда, приезжают гости, сестра из другого города, и я не знаю, получится ли у меня что-то повязать с ней, потому что все-таки мы не так часто видимся, ну, конечно, несколько раз в год, но тем не менее. Мы будем с ней гулять, болтать, варить вкусные чаи, травяные, имбирные и так далее. Очень нам это нравится. И, в общем, проводить будем время вместе, но она приезжает, получается, в четверг. То есть у меня до четверга есть время немножко повязать. И вот сейчас я вам расскажу один момент. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Вот прям интересно, напишите в комментариях. Буду вас ждать. Давайте пообсуждаем эту тему. Все мы с вами работаем, ну, большинство, да, мастеров, помимо вязания, еще имеет основную работу маленьких детей, с которыми тоже очень-очень много дел, с которыми нужно ухаживать, гулять, постоянно там играть и так далее. И времени на уборку вот вообще не остается ни капельки. А если есть это время, то в этот момент ты уже такой уставший, что просто вот взять какой-то там пылесос, швабру и мыть полы вообще нет желания. Ну, например, я приезжаю с ярмарок в 10 вечера. Естественно, я не буду заниматься никакой уборкой. А летний период – это вот период как раз такой, когда практически все выходные мы находимся на ярмарках. Но бывает, что в воскресенье мы дома, но в этот момент либо какие-то другие дела находятся, либо после вчерашней ярмарки ты достаточно плохо себя чувствуешь и просто лежишь и приходишь в себя. Потому что ярмарки – это достаточно сложные поездки. Если вы не ездите, вам может показаться, что это все радужно, весело, классно и так далее. На самом деле это очень-очень тяжелый труд. И не каждый может это выдержать, потому что вот эта жара, либо адский холод, ветер, постоянно подъемы там, в 4 утра. Приезжаем мы достаточно поздно, бывает и в 12 ночи приезжаем. И это достаточно тяжело. Конечно, по организму это бьет. К чему я все это рассказываю? Так как ко мне приезжают гости, я вот так ходила по своему дому, оглянулась и поняла, что у меня просто свинарник. Вот огромнейший свинарник. Там кругом пыль какая-то, что-то валяется. От этой плюшевой пряжи постоянно вот эти вот шарушки. И я понимаю, что у меня физически просто нет возможности вот сейчас все это убирать, потому что убирать надо полностью квартиру, там, мыть всю сантехнику, полы, стены, отмывать кухню. Я не могу сказать, что у меня там, конечно, огромнейший прям вот бардак, я не знаю, там слой жира. Нет, конечно. Но, тем не менее, вот когда я провожу там по поверхности там, плиты, то все равно чувствуется там, может быть, небольшая липкость. Я это все дело не люблю. Я люблю, чтобы было все идеально чисто, а тем более, когда приезжают гости, это само собой. Как бы в грязную квартиру я людей не приглашу. И у меня вопрос, когда что делать? В итоге я решила, что мне просто нужно нанять клининг, чтобы они пришли, мне все помыли и ушли. И я пришла домой, у меня чисто, свежо, пахнет ромашками и замечательно. В общем, я не буду тратить на это время, потому что вот за то время, пока я буду тут убираться, может быть, это день, два, три, я не знаю, сколько это выйдет, потому что все-таки я на основной работе работаю, я могу убираться только вечером. Вот за все это время я больше свяжу игрушек, больше выполню заказов, каких-то там видосов намонтирую и так далее. И мне кажется, что вот это время, которое я потрачу на уборку, оно просто съест огромнейший пласт дел, которые я могу за это сделать. Мне проще вот отдать деньги, заплатить, прийти,
и дома будет чисто. Вот, поэтому как вы относитесь к такому вопросу, к клинингу? Мне кажется, что вот в современном мире это вот достаточно удобный прям какой-то пласт, который снимает с тебя очень много обязанностей и восстанавливает твои силы. То есть я вот, например, после уборки еще день буду отходить, потому что пока я там буду прыгать по шкафам и так далее, на следующий день уже сил не будет. Ну и этот день, соответственно, будет потерян. Поэтому я сейчас попробую это. Я хочу узнать, как вообще это. Если мне все это понравится, то я вообще хочу на постоянной основе, чтобы, допустим, приходил какой-то человек, такой, который мне, естественно, понравится, который будет соответствовать моим общению культурному, да, то есть я люблю, чтобы человек был интеллигентный, не какой-то там подзаборный алкаш, вот, которому невозможно доверять квартиру. То есть какую-то женщину, которая будет хорошо выглядеть, культурно говорить и так далее. Я хочу вот именно такого человека, который будет мне помогать по хозяйству. Тогда я буду успевать намного больше. Вот, помимо видео, контента и так далее. То есть буду больше вязать, больше каких-то идей воплощать в своих жизнь. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы относитесь к этому? Ну, в общем, я поняла, что для меня это самый оптимальный вариант. И комфортно, и приятно, и проще, в общем, заплатить и быть счастливым. По крайней мере, я себя люблю. На удивление, у меня собака обиделась и ушла спать. Он покрутился, похрюкал, понял, что я на него не обращаю внимания, развернулся и ушел спать. На удивление. Я думала, он сейчас будет тут все утро бегать, хрюкать и мешать нам. Кстати, о новых воплощениях и о своих идеях. Я уже в телеграм-канале и в чате с девочками говорила об этом. Поэтому для них это не будет секретом. Для вас же, для новых зрителей, сейчас вам все расскажу. Я придумываю новый масштабный вязальный марафон, которого не будет еще нигде, поверьте, в вязальном мире. Это что-то новое, такое креативное. Это будет квест-игра. У меня уже прописан сценарий, он, кстати, достаточно большой, там, я не знаю, 15 листов А4 100% есть, но это черновик. То есть, скорее всего, когда он будет воплощен в жизнь, он будет намного больше. И этот марафон, он будет проходить как онлайн в чате. То есть, скорее всего, он будет платный, но платный, то есть минимальная цена где-то 100 рублей, потому что, ну вот за такой масштаб, то есть я потрачу огромнейшее количество времени, чтобы его просто создать. И, естественно, хочется какой-то небольшой хотя бы донат за свои труды. Поэтому вот этот марафон, как только я его сейчас сделаю, он будет в электронном формате, как я сказала, в телеграм-канале, в чате. И если кто-то не сможет в этот момент поучаствовать, то потом я сделаю PDF-ный формат и выложу его в продажу, этот марафон. То есть вы можете даже самостоятельно его будет пройти. Я так все рассказываю как-то завуалировано, да, наверное, вы не особо понимаете, о чем. В общем, марафон этот будет по моей любимой вселенной. Если вы меня хорошо знаете, то вы, я думаю, догадываетесь, на какую тему он будет. Это будет что-то такое масштабное, глобальное. И надеюсь, что это приживется, и в дальнейшем я буду создавать еще другие марафоны на другие темы, если вам все это понравится. Скорее всего, я буду на этот марафон искать себе модератора, который будет мне помогать с заданиями, потому что вот исходя из того марафона «Кидай моток», когда было 180 человек, я просто целыми днями сидела в телефоне и отправляла всем задания. То есть для меня это достаточно напряженно, и я другие дела не успеваю делать. Поэтому, скорее всего, я
буду искать себе модератора, который будет помогать мне в этом марафоне. Для него, конечно же, будет этот марафон бесплатным. И плюс еще этот марафон я вышлю этому человеку в бумажном виде, потому что я планирую сделать такой небольшую мини-книгу этого марафона, чтобы можно было не только ее в электронном формате смотреть, но еще и как бы ощущать руками. Вот. И, скорее всего, в подарок я модератору именно такой экземпляр со своим автографом и пришлю на память. Поэтому, если вы желаете быть модераторами, если у вас есть опыт в ведении соцсетей, то есть в телеграм-канале, если вы хорошо разбираетесь, если вы постоянно там находитесь в этом телеграм-канале, то есть много времени проводите, не так там заходите раз в неделю, чтобы что-то посмотреть, то welcome, пишите мне в комментариях, можете писать мне в чате в самом в Телеграм, если вы там находитесь. Можете писать в основной канал Telegram. В общем, я везде все вижу сообщения, присылайте. И я тогда уже буду смотреть и выбирать этого моего помощника и мою правую руку. Что касается модератора, конечно же, еще будут спонсоры. Я уже нашла 4 девочек, которые будут нам разыгрывать призы. Классные, все они будут своеобразные, то есть не повторяющиеся, поэтому пока что вот у меня в процессе весь этот марафон, вы тоже можете поучаствовать в качестве спонсора, тоже можете писать, я жду, но могу сказать, что 4 у меня уже человек есть, и подарки будут все разнообразные, то есть друг на друга не похожие. И это мне очень нравится, потому что именно вот, чтобы было какое-то разнообразие, оно больше прельщает. Вот, поэтому это у меня все в разработке, но пока что вот эти вот максимальные ярмарки идут, у меня нет возможности, в общем, воплощать этот проект в жизнь. У меня сделаны уже 2 страницы, это обложка и такая предыстория. А дальше, в общем, руки пока не доходят воплощать этот сценарий в жизнь. В общем, надеюсь, что к 1 сентября я все-таки это все закончу. И в сентябрь, а может быть даже раньше, 1 августа, мы с вами откроем набор на этот марафон и начнем играть. Вот такие у меня сегодня были новости. Делитесь своими впечатлениями в комментариях по поводу всех вопросов, которые мы с вами сегодня обсуждали. Я вас там жду. Конечно же, подписывайтесь на все наши соцсети. Ссылки все внизу в описании к видео. Это, конечно же, YouTube-канал, как этот, так и мой второй канал книжный. Дзен-канал, Телеграм-канал и Бусти. На Бусти там тоже совершенно все по-другому. Там есть и мастер-классы, и много, кстати, ярмарок, которых нет ни на одной площадке в бесплатном доступе. То если сюда я выкладываю ярмарки дозированно, то там они намного больше их по формату. Я решила, что с этого лета вот именно формат ярмарок чаще всего будет появляться на Бусти. Поэтому переходите, подписывайтесь, я вас жду, пишите в комментариях. Я ценю каждое ваше сообщение. Мне очень приятно, когда вы меня вдохновляете, поддерживаете. Это на самом деле огромнейшая просто поддержка от вас. Она меня вдохновляет снимать вам еще больше, создавать новые видео, придумывать какие-то игры, марафоны и так далее. В общем, пишите, я вас везде жду. Обнимаю, целую. Увидимся с вами в следующих видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.